Фестиваль День Индии в Москве в нынешнем году состоялся с небывалым размахом. Как полагают организаторы, его посетили не менее 2 миллионов человек. Парк в Нагатинской пойме с 11 по 14 августа постарались превратить в настоящую Индию. Тут появились рестораны национальной кухни, традиционные базары, состоялись церемонии бракосочетания, шествие колесниц и, конечно же, праздник красок. День Индии в нынешнем году состоялся в ландшафтном парке «Остров мечты». Это уже 7-й подобный фестиваль, первый после коронавирусной паузы. Как отмечает президент Индийского культурно-национального центра СИТА Семи Катвани, поскольку в нынешнем году исполняется 75 лет установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Индией, участники фестиваля посадили 75 яблонь. В этой акции участвовали как представители российских политических партий, так и организаций, объединяющих предпринимателей, таких как ТТП, РСПП, Деловая Россия, Опора России, а также посол Индии в Российской Федерации Паван Капур. Это очень приятно, что представители двух великих стран организовали такой проект. Это будет большой яблоневый сад, посвященный российско-индийской дружбе, говорит Катвани. Парк «Остров мечты» был разделен на 18 больших территорий. 3 ярмарки, ресторанная и танцевальные зоны, зоны йоги и медитации, кулинарных мастер-классов, шахмат, лекций, площадка болливудского кино. Гости фестиваля посещали дегустации, участвовали в розыгрышах призов, могли получить консультации индийских астрологов и аюрведических врачей и отправиться к специалисту по росписи хной. Индия – это родина шахмат, а потому все 4 дня любители этого вида спорта участвовали в турнирах для детей и взрослых. Работал кинотеатр под открытым небом, где зрители смогли увидеть болливудские фильмы, например, «Цвет шафрана», «Султан», «Непохищенная невеста», а также вышедшую в 1982 году знаменитую мелодраму «Танцор диско», которая стала в СССР образцом индийского кинематографа. Каждый день завершался ярким событием. Например, 13 августа состоялось шествие колесниц Радха-ятра, посвященное важнейшему празднику индуизма, связанному с одним из воплощений Кришны, божеством Джаганатха. Церемонию сопровождали песни и танцы, а зрителям раздавали тропические фрукты, например, манго. А 14 августа организаторы устроили праздник Холи, участники которого обсыпали друг друга красками под аккомпанемент барабанщиков из Индии. Еще одной интересной акцией стало проведение массовой брачной церемонии по традиционным индийским обычаям. В процессе участвовали, как рассказал Катвани, около 300 пар. И для некоторых из них специально шили индийские национальные одежды, например, сари для невест. Сейчас парк соберет видео с фестиваля, будет проведен их анализ и сможем посчитать количество участников, говорит Семи Катвани. По нашим подсчетам, около 2 миллионов человек на фестивале побывали. Некоторые посещали фестиваль несколько раз, поскольку человек, который пришел на один день, не мог успеть побывать на всех площадках. Посетителей впечатлил размах фестиваля. Несколько лет назад я посещал индийские фестивали, и тогда это были небольшие камерные мероприятия, можно сказать, для фанатов индийской культуры. А сейчас фестиваль занимает огромное пространство, говорит житель Подмосковья Николай. Я фанат Индии, я не раз там был. Думаю, такой праздник позволит многим россиянам больше узнать об этой стране, которая становится особенно важна для России сейчас. Мы с внучкой пришли сюда, чтобы купить что-то интересное и экзотическое на базаре. Но тут оказалось очень много интересного, говорит москвичка Анастасия. Мы очень осторожно относимся к новой еде, но запахи очень соблазнительные, и мы попробовали несколько традиционных блюд, которые оказались очень хорошо приготовлены. Я со своей семьей и нашим общим семейным другом Хаги-Ваги пришли на этот фестиваль, чтобы окунуться в мир индийской культуры.
и насладиться вкусом настоящей индийской кухни и ее знаменитыми сладостями. На протяжении всех 4 дней, которые длился фестиваль, нам удалось побывать на 3 из них. И одним из них был самый красочный и яркий праздник красок Холи, на котором мы бросали друг друга краски и с каждым броском становились все ярче и ярче. Это были незабываемые ощущения. И я, конечно же, очень рекомендую всем посетить данное мероприятие в следующем году. Я могу вам с уверенностью сказать, что посещение данного мероприятия в следующем году оставит вам незабываемые ощущения от увиденного. Ну и на этом, пожалуй, все, дорогие друзья, что я хотел вам рассказать об этом потрясающем событии. Встретимся с вами в наших других выпусках. Подписывайтесь на наш канал и следите за нашими новыми выпусками. Будет интересно. До новых встреч. Пока-пока.